Всем привет. Сегодня давайте посмотрим, стоит ли ждать его, да, или лучше дальше идти. 3 вопроса, 6 карт. Парно будем читать. И сразу предупрежу и напомню или там объявлю, что в чат магический добавлен марафон денежный. Это да, тот самый. И добавлен женский марафон на обретение женской самооценки, на повышение женской самооценки, силы женской. Все это в магическом чате только на бусте, на уровне проживания арканов. И если есть желание, то добро пожаловать, как говорится. Те, кто проживают арканы, сразу скажу, этот марафон лучше проходить женский в императрице. Прям вот, как говорится, два в одном будет у вас. То есть это будет максимальный эффект. Денежный марафон лучше проходить в маге, который вот денежный. Проживание арканов вам доступно на марафонах, поэтому лучше с магом сочетать денежный марафон, и прям вот будет очень круто. Это на открытие женского канала, на проработки и все, что мешает деньги зарабатывать. И не говорите: ой, мне мешает деньги зарабатывать, что у меня зарплата маленькая. Нет, не это. Это вы сами себе мешаете. Итак, давайте-ка начнем все ссылки, кстати, в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте единичек начнем. Итак, единички, штанишки одевайте и, как говорится, полетели. Что сейчас между вами происходит? Читаем карты парно. Между вами хрень творится, извините меня за выражение, а как же по-другому сказать? Потому что, знаешь, вот ты планы строишь, о будущем думаешь, там, о детях и так далее и тому подобное, а он тебя игнорит. Ты уже представляешь, как вы будете вместе жить, куда в отпуск поедете, какую квартиру снимете, а он вообще не в теме твоих планов. Он живет сегодняшним днем и не парится о том, что завтра будет. Ты ему сообщение пишешь, а он отвечает там через день. Встретиться предлагаешь, у него всегда дела. Хочешь поговорить о ваших там отношениях, а он тему переводит. И ты думаешь, что он просто занятой такой, что у него там сложный период на работе, что он не умеет выражать чувства, но это все отмазки. Он в это время как сказать, на тебя внимания не обращает. И отбивается от тебя, я бы сказал так. Не грубо, не прямо, но отбивается. Ему некомфортно от твоего напора. Ты для него слишком серьезная, слишком требовательная, понимаешь? А он хочет таких легких отношений, без обязательств. Пришли, потеребонькались, разбежались, все счастливы. Это у него так в голове, я имею в виду. А ты ж хочешь серьезных отношений, чтобы планы на будущее строить, чтобы был какой-то общий код, например, да? Цветочки и так далее, и все, ты мечтаешь об этом. И вы живете в разных реальностях. Ты в мире, где у вас есть отношения серьезные, да, а он в мире, где вы просто иногда компот пьете. Ты думаешь, что он твой парень, там, мужчина твой, а он думает, что вы просто знакомые, которые иногда встречаются. Знаешь, самое печальное, что ты не хочешь видеть правду. Ты цепляешься за каждое его доброе слово, за каждую встречу цепляешься. Тебе же не хочется смотреть. Девочкам почему-то никогда правде в глаза не хочется смотреть. Он отбивается не потому, что он занят, ты понимаешь? Не потому, что у него проблемы на работе. И ты постоянно думаешь такая: я ему не безразлична, когда он там какое-нибудь доброе слово скажет.
А на самом деле он просто вежливый человек, который не хочет тебя обижать там резким отказом. Твоя настойчивость, она его только дальше отталкивает, понимаешь? Чем больше ты пытаешься приблизиться, тем дальше он уходит. И это замкнутый круг, из которого вы не можете выбраться. Так что будет, если ты решишь его ждать? Ждать будешь, попадешь в полную попу. Вот кратко тебе так. Ты сама себя загонишь в какую-то темную яму, где будешь сидеть и накручивать себя. Будешь там разные истории придумывать о том, почему он не пишет, почему не звонит, почему не приходит. Но зато будешь расклады смотреть, что он думал обо мне сегодня. А он не думал. И каждый день вот эти истории, да, будут становиться все более и более дикими. Сначала будешь думать, там он на работе занят, потом у него проблемы там семейные, да, потом он болеет, потом у него депрессия, потом у него геморрой. И так далее до бесконечности. Ты станешь сама себе врать, чтобы правду не признавать, что он тебя просто не хочет. А еще у тебя появится надежда. Светлая, красивая, в платьишке нарядном. На то, что все наладится, что он поймет, какая ты хорошая, и к тебе придет, там, осознает, да, что-то. Вот девочки любят такое вот. Он осознает и придет. Мужчина, если в течение 5 минут не осознал, он уже не осознает. Не сравнивай кошку с собакой. Понимаешь? И эта надежда, она тебя месяцами будет кормить, что он там вернется. Ты будешь жить вот этой мечтой, планировать под нее всю свою жизнь. Но эта надежда станет вот твоим, как сказать, запрещенным веществом. Ты будешь нуждаться в ней каждый день. Без нее жизнь покажется тебе там серой, бессмысленной. И ты вот будешь делать все, чтобы эту надежду подкормить. Искать знаки, что он скучает, да? Идешь такая по дороге, идешь и такая думаешь, если сейчас встретится цифра 13, значит, я ему нужна. А потом я вечером с работы приду и послушаю его мысли обо мне. А он не думал о тебе. И будешь анализировать каждого его слова там в соцсетях или где там в переписке. И знаешь, что самое страшное? Ты потеряешь себя в этом ожидании. Ну а что ты хотела? Думаешь, я тебя по головке буду гладить? Нет, вот что карты показывают, то я и говорю. Ты перестанешь своей жизнью жить, будешь существовать только для него. Все твои мысли, все твои планы, вся твоя энергия будут крутиться вокруг него, а он об этом даже знать не будет. Ты превратишься в призрака самой себя. Будешь на работу ходить, с людьми общаться, но внутри пустая будешь. Потому что вся твоя жизнь будет в режиме ожидания. А вот ожидание — это уже не жизнь. И знаешь, что самое вот страшное и мне неприятное? Мне, я имею в виду. Потому что девочки, которые живут в ожиданиях, они, знаешь, вот как фанатки. Понимаешь? То есть мужик их отпинывает, они этого не понимают, а мне комментарий пишут: «Я не верю тебе, дед, ты все врешь, его сейчас рядом со мной год нету, потому что он решает свои проблемы», там и так далее. Или там вообще самая жесть — это когда у него жена есть, она знает, и она говорит: «Это все ты, дед, врешь. Он сейчас разводится с женой, и он с женой, потому что там и вот это вот началось». И так год, 2, 3. И знаешь, что самое интересное? Меня проклинают, а не то, что он там, то, что глазки открывать-то не хочется. А дед тут хрень несет, да, говорит, что не нужна. Да нужна я ему, нужна, дед. Просто вот 1 год у него он решает проблемы свои. Ну, конечно. Что будет, если ты дальше пойдешь? Снова будет тяжко. Прям очень тяжко. Ты поймешь, что ты потратила кучу времени, кучу энергии на человека, которому ты не нужна.
И это больно. У тебя в любом случае больно. Ты на себя злиться будешь, что так долго там не видела очевидного, да? Винить себя будешь, что была такой дурой. Но знаешь, что самое интересное? Ты поэтому в 99% дальше не пойдешь, а будешь ждать, потому что ты не его боишься потерять. Ты сказку, которую ты сама себе придумала в голове, боишься потерять. Да, деда, представляешь, больненько слушать. А то и противненько от правды. Лучше же жить в розовом сказочном мире. И вот этот период твоей жизни, если ты дальше пойдешь, он закончится. Ты прям возьмешь и поставишь жирную точку. Больше никаких сообщений ему, никаких попыток встретиться, никаких надежд, конец. Как говорится, финита ля комедия. И это будет очень правильно. После этого у тебя начнется новая жизнь. Ты вспомнишь, что у тебя есть подруги, работа, хобби, интересы, да и другие мужики более свободные есть. Поймешь, что мир не крутится вокруг одного этого... Как я орган-то этот не знаю, как назвать, чтоб меня... Вокруг одного мужика, что мир не крутится, понимаешь? Ты поймешь, что ты интересная, ты умничка, ты красавица. Подойди к зеркалу, посмотри, какая попка, как орех. А еще ты получишь, знаешь, то, чего заслуживаешь. К тебе мужчина придет, который будет тебя ценить. Который сам будет искать встреч с тобой. Сам будет строить планы, сам будет думать о будущем. И ты просто вот увидишь, какая разница между тем, кто тебя хочет, и тем, кого хочешь ты. И вот твоя новая жизнь, она будет намного лучше той, что ты сейчас себе представляешь с тем типом. Потому что она будет честной. Не будет там иллюзий, самообмана, надежд ложных. Будут реальные отношения с реальным человеком, который реально тебя любит. И ты поймешь просто, что все это время тратила энергию не на того. Понимаешь? Что лучше там быть одной и свободной, чем висеть на хвосте у того, кому ты не нужна. Больненько, я знаю. Зато ты поймешь, что твоя любовь должна идти туда, где ее ждут и ценят, а не там, где ты ее навязываешь. Подписывайся обязательно на канал, жмякни на колокольчик и комментарий ответь. И приходи в проживание. В проживании ты это все проработаешь. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. У вас тоже хрень, сразу говорю. Поэтому давайте штанишки одевайте и полетели, да? Что сейчас между вами происходит? Хрень. Вот у тебя все хорошо. Работа классная, деньги есть, там квартира своя, машина, ты вообще молодец. Всего добилась сама. А он, паразит такой, появляется в твоей жизни и приносит веселье, но не такое, которое веселье веселое. А вот, знаешь, вот ты с ним смеешься, там, дуреешь, да, чувствуешь себя счастливой. Он умеет развеселить, настроение поднять, сделать так, чтобы ты вот забыла все проблемы. Но есть одна штука. Я был бы не я, если бы не было вот этой штуки. Он к тебе приходит только когда ему хорошо. Когда у него настроение отличное, дела идут в гору, когда он в ударе. А когда у него проблемы, когда на душе плохо, когда поддержка нужна, он исчезает с другой. Ты для него развлечение, а не опора. Вот такая вот правда, представляешь? И ты это чувствуешь, но ты признавать этого не хочешь. Тебе нравится быть с ним счастливой. Вот этот вот, как сказать, не адреналин, а дофамин, что ли, капельку получить. Ну или какая-то там это. Ты думаешь, ну и что он несерьезный, да? Зато как хорошо нам вместе. Ты прощаешь ему вот эту поверхность, потому что он умеет делать тебя радостной.
А еще ты немножко хвастаешься им перед подругами. Рассказываешь там, он веселый, мы здорово время проводим. Но внутри ты понимаешь, это не те отношения, которые ты хочешь. Ты хочешь серьезности, а он дает тебе только легкость. Вы как из двух разных миров. Ты взрослая, ты ответственная, обеспеченная, а он легкий, беззаботный вот этот и одним днем живет. И пока что эти миры только соприкасаются, но не объединяются. Ты не знаешь, чего он чувствует по-настоящему, а он не знает, чего ты от него хочешь. Между вами есть притяжение, но глубины нету никакой. Есть радость, но нет стабильности. И ты вот мучаешься, хватит ли этого вот для настоящих отношений. Что будет, если решишь его ждать? Ну, он станет очень романтичным, если ждать будешь. Прям вот принц на белом коне. Будет цветочки дарить, сюрпризики устраивать, слова красивые говорит. Ты получишь все то, о чем мечтала. Свечи, кафе, там рестораны, подарки, поездки. Он будет ухаживать за тобой, как вот в кино. Но ты станешь совсем другой. Молчаливой, загадочной, закрытой. Будешь все держать в себе и не говорить, что думаешь и чувствуешь. Превратишься в такую, знаешь, вот недоступную даму, которая только намекает, но прямо ничего не говорит. Ты перестанешь быть собой. Будешь играть роль той женщины, которая ему нравится, а он любит загадки. Ты станешь загадочной. Он любит недоступных, ты станешь недоступной. Но это будет не ты, это твоя будет маска. А еще ты станешь ждать от него инициативы во всем. Он должен встречу предложить, да, он должен там позвонить, он должен сделать предложение, а ты будешь сидеть и ждать, что он догадается, чего ты хочешь. Но он ж не телепат, он мысли читать не умеет. И вот ты будешь молчать и ждать. А он будет ухаживать и не понимать, что происходит. Вы будете жить в красивой сказке, но без настоящей близости. Потому что настоящая близость, она требует честности, а ты будешь все время играть роль. Твоя вот эта история романтическая, она продлится какое-то время, но потом он, знаешь, он устанет от твоей загадочности. А ты устанешь притворяться. И все развалится, потому что было построено на игре, а не на правде, понимаешь? Что будет, если ты дальше пойдешь? Ну, как вот сказать, дальше пойдешь, будешь долго работать над собой. Сначала тяжело будет отпустить его. Ты знаешь, ты будешь думать о нем вот прям 24/7. Скучать, вспоминать вот эти хорошие моменты, а он их тебе дает. И ты будешь терпеливо ждать, когда вот эта боль пройдет. Не торопиться, не заставлять себя забыть быстро. Будешь ждать. Ты займешься своим развитием. Пойдешь учиться чему-то новому, сменишь, возможно, работу, переедешь куда-нибудь, возможно. То есть ты будешь делать то, чего давно хотела, но откладывала. Будешь инвестировать время и энергию в себя, а не в отношения. И знаешь, что у тебя все получится. Ты реально добьешься того, чего ты хочешь. Потому что ты умеешь дела доводить до конца. Вот ты, как сказать, вот ты умеешь работать, умеешь цели добиваться. Ты вот не одна из тех, кто там на полпути сходит. А потом, знаешь, когда ты станешь, как сказать, вот более лучшей версией себя, тебе другой мужчина придет. Он в тебе не развлечение будет видеть, а вот, как сказать, вот партнера. Он будет ценить твою самостоятельность, твои достижения, твою силу. И с ним ты будешь самой собой, а не роль играть. Ты поймешь, что тот вот, который вот сейчас, да, тот бывший в то время, он нужен тебе был, чтобы понять, чего ты хочешь в отношениях.
Он показал тебе, вот, что поверхность тебя не устраивает. И он для урока только, чтобы ты вот этот урок, что тебе поверхностные отношения только для радости не нужны, что тебе нужна глубина, серьезность, стабильность. И когда ты найдешь того, кто может дать тебе все это, ты вот будешь готова. Потому что ты будешь знать себе цену, будешь понимать, чего хочешь, и не согласишься на меньшее. Понимаешь? И еще подпишись на канал, и на колокольчик жмякни, и комментарий оставь. И приходи в проживание арканов. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. А мы переходим к третьему варианту. Троечки. Троечка, штанишки давайте одевайте и полетели. Что сейчас между вами? Разлад. Ты сидишь дома, скучаешь, ждешь звонка, а он в делах, в работе. У него сейчас, знаешь, бизнес пошел в гору. Денег стал зарабатывать больше, новые проекты, новые люди, и он крутится вот в этом мире успеха и совсем про тебя забыл. Ты ему пишешь, он, знаешь, односложно отвечает. Предлагаешь встретиться, у него там совещания, переговоры, командировки и прочие вот эти слова рабочие. Ты говоришь, что соскучился, а он говорит, я тоже. Но ничего не делает, чтобы вот встретиться с тобой. Он стал таким важным, таким занятым, что на тебя времени просто не хватает. А ты чувствуешь себя лишним в его новой жизни. Раньше вместе вы что вот, мечтали, планы строили, радовались успехам. А теперь он добился того, чего хотел, и ты стала ему не нужна. Ты была нужна ему, когда он был никем, а теперь, когда он стал кем-то, ты мешаешь. Тебе скучно с ним. Когда вы все-таки вот встречаетесь, он говорит только о работе, о деньгах, о новых возможностях, а тебе хочется поговорить о чувствах, там, об отношениях ваших, о том, что между вами происходит. Но ему это не интересно. Он живет в мире денег и успеха, а ты живешь в мире чувств и отношений. И вот эти миры, они больше не пересекаются. Он, знаешь, он думает, что раз у него теперь есть деньги, то и ты должна быть счастлива. А ты понимаешь, что деньги не заменят тебе там внимание и любви. И вы стали просто чужими людьми. Он гонится за еще большим успехом, а ты ждешь хоть капельку его внимания. И вот эта пропасть между вами с каждым днем становится все шире и шире. Вот сейчас между вами. Что будет, если ты решишь его ждать? Если будешь ждать, новые чувства проснутся. Свежие, сильные, настоящие. Ты просто вот поймешь, что любовь, она может быть совсем другой. Не такой, как с ним, вот скучной и привычной, а вот ярко живой и захватывающий. И вот эти чувства, они будут как глоток свежего воздуха. Но одновременно ты вернешься еще и в детство. Станешь снова той вот маленькой девочкой, которая ждет папу с работы. Будешь сидеть у окна и смотреть, не едет ли он где-то. Будешь радоваться каждому его звонку. Как вот ребенок радуется подарку отца, да? Вот так и ты будешь. Ты станешь зависимой от его настроения. Ты начнешь жить его расписанием. Когда у него там хорошие дела, ты счастлива. Когда у него проблемы, ты переживаешь. И твоя жизнь, она превратится в эти американские горки, где взлеты и падения зависят не от тебя, а от него. А еще ты вспоминать прошлое будешь. Раньше было хорошо. Когда он просто был мужик без денег, но с большими мечтами. Когда вы вместе ели дошираки и строили планы на будущее. Тебе вот будет казаться, что вот тогда вы были по-настоящему близки, с дошираками в то время.
И ты будешь жить в этом мире воспоминаний и надежд. Прошлое будет казаться лучше настоящего, а будущее будет туманом, потому что ты не будешь знать, когда он снова станет таким, как раньше. И твои новые чувства, они будут болезненными, потому что ты будешь любить не того человека, который есть сейчас, а того, которым он был когда-то, понимаешь? И вот эта любовь к прошлому будет тебя мучить каждый день. Что, если дальше пойдешь? Ну, если дальше пойдешь, новая жизнь. Прям с чистого листа. Ты знаешь, ты поймешь, что можешь жить без него, что у тебя есть своя воля, свои желания, свои планы. Но сначала будет очень страшно. Ты будешь бояться остаться одна, бояться, что больше никого не полюбишь. И вот эти страхи будут тебя мучить. Ты будешь вот думать, правильно ли я поступил, а что, если он изменится, а что, если я ошибку делаю. Твоя голова будет полна сомнений и переживаний. И накручивать себя будешь до состояния паники. Ну, потом ты через время возьмешь себя в руки. Знаешь, скажешь себе такая: хватит, я решение приняла, я его выполню. Ты перестанешь назад оглядываться и начнешь строить вот новую жизнь, реально. Найдешь новых людей, интересы, цели новые. Твоя энергия, которая раньше вот уходила на ожидание его звонков, она пойдет на тебя саму. Спортом займешься, там, самопознанием, учебой, работой, хоббими всякими. Ты вспомнишь просто, что у тебя есть подруги, которых ты забросила давно ради него. Что у тебя мечты есть, которые ты отложила в сторону. И знаешь что, мучительное время, да, вот эти страхи, сомнения, они пройдут. Ты станешь сильнее, ты станешь там увереннее, независимее. Ты поймешь, что можешь справиться с любыми трудностями, что тебе не нужен мужчина, чтобы быть счастливой. И вот потом, когда ты станешь цельной и самодостаточной, к тебе придет другой мужик. Тот, который будет ценить тебя, а не воспринимать как должное. И ты поймешь, какая огромная вот разница между любовью, да, и привычкой. Все ты поймешь. А пока приходи в проживание арканов. Ссылку ты видишь на экране и в закрепленном комментарии, и в описании к видео. И помни, что дед всегда рядом.